Все вы уже слышали о проекте Nakama Card, ведь это крупнейший коллекционный бот карточек по различным вселенным, которые вы сейчас видите на экране. Моя геройская академия, как самый сложный и проработанный пак, готова затмить вас 450 красочными карточками персонажей и не только. Я вот наконец-то смог заполучить себе моих любимых девочек Урараку и Тогу, мистической редкости серьезного деку, а также ВЗО, пускай хоть где-то ему будет место. Nakama Card это не только про коллекционирование, а еще и про соревнования с другими игроками, где ты сможешь заполучить себе карту противника. Поэтому если ты еще не выбил своего любимого персонажа, не теряй зря времени и переходи по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Не расстраивай всемогущего. Восстановление после войны против ВЗО и Лиги Злодеев, печальные новости о Кацуке, новый Мидория и слезы Бакуга. Неужели долгожданный мир так и не настал? Пришло время перемен, однако герои все еще ждут новые трудности, так что погнали начинать данный разбор. Ну а также напоминаю, что почитать свою любимую манхва вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 424 глава манги моей геройской академии. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выпуск глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. Вот, например, люди, поддержавшие выпуск 424 главы. Глава начинается спустя несколько дней после окончания битвы против все за одного. В Вашингтоне Мерил объявила, что погода во множестве штатов начала проясняться, однако она все еще советовала соблюдать осторожность, поскольку ветер по-прежнему оставался сильным. Ну а вызвал этот ветер наш главный герой, нанося свой финальный удар по противнику, мощь которого вмиг разогнала тучи над Японией, создав завихрение, достигая аж до Америки. Ее слова относятся к тому самому эффекту бабочки, упоминаемый в прошлых главах. Иностранные герои прибыли на удивление очень быстро, хоть и под конец битвы с антагонистом. Сейчас же множество из них помогает восстанавливать город и разбирать завалы. Салаам и Цементес занимались строительством зданий, а гражданские наконец-то смогли покинуть убежище, радуясь, что их жизнь снова будет понемногу налаживаться. Сэцуна в паре с иностранными героями также помогала в восстановлении города. Харикоши даже привел сюда Коичи из спин-офф манги по моей геройской академии. Также был замечен отец Урараки, семья которого, скорее всего, сможет прилично заработать, ведь строить придется очень много. По словам репортеров, такая масштабная реконструкция может занять десятки лет, хотя и прибывшая подмога может несколько ускорить весь этот процесс. Далее мы перемещаемся в центральную больницу, где, со слов доктора, узнаем печальные вести о Бакуга, ведь ему пришлось пережить серьезную операцию на правую руку. Однако врачам удалось лишь сохранить форму его конечности, и даже самому доктору не было известно, поможет ли ему реабилитация. Ну а если же Кацуки захочет продолжать быть героем, ему тогда придется поставить роботизированный протез, как у Мирка. Вот только он отказался от этой операции, ведь его причуда исходит из потовых желез на его руках. Поэтому он решил, что будет усердно работать на реабилитации. Но врач не советовал ему переусердствовать, ведь у Бакуга теперь было слабое сердце. Так что теперь ему было нежелательно усложнять его работу, иначе это может для него плохо закончиться. Да и доктор в целом не понимает, как Бакуга, находясь в таком тяжелом состоянии, смог продолжать сражаться, а в конце битвы еще и преодолел десятки километров, когда его раны были совершенно не исцелены, а просто сшиты метким стрелком, без вмешательства которого он явно не смог бы выжить. После этого нам показывают палату Мидории и Всемогущего, которые находились вместе из-за решения Цукаучи, поскольку раненых после этой битвы было очень много и не всем была возможность выделить отдельную палату. Яги также перенес очень сложную
сложную операцию, но сейчас ему было интересно, как себя чувствует Мидория. Деку сказал, что хоть ему и вернули руки, вот только их чувствительность пока была очень низкой. Но больше всего главного героя сейчас волновало то, что он так и не смог спасти жизнь Тенка. Ведь у него все же получилось сокрушить его ненависть. Но несмотря на это, внук Шимуры решил остаться на стороне Лиги Злодеев. Всемогущий же сказал ему, что если Тенка перед своей смертью больше не выглядел как плачущий мальчик, тогда Изуку все же смог спасти сердце и душу внука Шимуры. Тошинори также знал, что Мидория передал один за всех Шигараки, атакуя его тело факторами предшественников. Тем самым, будучи девятым владельцем этой причуды, он смог закончить ее миссию, из-за которой в целом образовалась эта сила. Однако Деку заявил, что все еще чувствует внутри себя небольшие угольки одного за всех, что меня, честно говоря, поразило, ведь я думал, что слова Йоичи о правильном завершении ОЗВ означали, что сила была полностью израсходована. Да и к тому же нам показали остатки Йоичи, которые представляли собой те самые угольки, и по какой-то причине крохотная часть силы все же осталась у Деку. Но внезапно в эту палату врывается Бакуга, которому вообще сейчас было нежелательно вставать на ноги, вот только он не смог просто лежать, не узнав самочувствие всемогущего. Однако заявился Кацуки сюда ровно в тот момент, когда Деку сказал, что у него остались одни лишь угольки одного за всех, что сильно потрясло Бакуга, ибо он даже не знал, что Мидория потерял свою причуду. И хотя тот успокаивал его, говоря, что он ни о чем не сожалеет, ведь изначально это была не его причуда, да и к тому же он сам принял это решение. Вот только это ничуть не успокоило Бакуга, после чего он даже начал плакать, ведь ему хотелось, как в старые добрые времена, соревноваться в том, кто же все-таки станет сильнее. Но теперь это было уже невозможно. Честно сказать, даже мне в этот момент было очень трудно сдерживать слезы. А ведь последними словами Кацуки на поле битвы как раз таки была просьба не дать ему обойти себя. Деку, конечно, совсем не ожидал такой реакции от Бакуга, но Мидория попытался успокоить его, уверяя, что все еще посоревнуется с ним, пока тело Кацуки не восстановится, ведь у него все еще были тлеющие угольки одного за всех. Всемогущий же решил исправить эту грустную атмосферу, говоря, что они оба стали намного сильнее, ибо раньше Мидория своим рвением помощи уже стал для него величайшим героем, а теперь он станет символом подражания для всех людей в этом мире. К тому же Бакуга спас жизнь всемогущему на глазах у всей общественности, так что сейчас они оба стали величайшими героями для всех без исключения. Однако, хоть многолетнее противостояние наконец-то закончилось, но Мидория уже не настолько наивны, чтобы думать об автоматическом наступлении мира после окончания войны. Эта история еще не закончена, ведь им предстоит столкнуться еще со множеством трудностей, чтобы создать то светлое будущее, о котором они мечтают. Нагнетая обстановку, нам показывают Тодороки и Урараку. Эта битва явно раскрыла им глаза на то, что они раньше мало замечали, также обратив наше внимание на какие-то осколки, которые скорее всего принадлежат Спиннеру, ибо другого объяснения, почему Хори решил нам это показать, я не вижу, ведь именно ему Тенка передавал свое последнее завещание, так что вероятно нас еще ожидает встреча с этим персонажем. После этого у нас произошел небольшой таймскип, где спустя некоторого количества дней после выздоровления мы видим, как ученики класса А идут обратно в UA. А вместе с этим нам раскрывается новый образ Мидории с выбритой правой стороной головы и со шрамом на лице. Кто не понимает, почему так произошло, то напомню, что в битве с Шигараки в одной из контратак Деку получил сильное ранение в голову, которое отчетливо было видно на одной из панелей предыдущих глав. И видимо, для того, чтобы провести операцию, главному герою выбрали одну сторону головы. Правда, почему он также не поступил и с другой стороны для симметрии, непонятно. Хотя, может быть, это такой ракурс. Также сложно было не заметить, что Изуку взял с собой в UA свой старый и потрепанный рюкзак, который, видимо, для него сильно дорог, раз уж он не купил себе новый, либо его просто сейчас негде взять. Что ж, манга «Моя геройская академия» еще не заканчивается, ведь 43-й том только начался, а значит нас еще ожидает 10 или больше глав эпилога. Сама же 424 глава мне действительно понравилась. Это, конечно, не целый выпуск, посвященный Тенка Шимуре, однако эта глава была неплоха, ведь подарила мне кучу эмоций. Особенно было очень приятно видеть, насколько ценным было для Бакуга время, когда он соревновался с главным героем, тем более, когда Кацуки настолько искренен. Что ж, перерыва на следующей неделе у героики нет, так что будем ожидать новую главу. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org.
А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. As a boss, you can take the charge. As a boss, you can take the charge. I'm standing, motherfucker. As a boss.